Здравствуйте! Мокрота в легких – это бронхит. Бронхит бывает острый и хронический. Острый бронхит – это острое воспаление бронхов, при котором их слизистые оболочки сильно набухают, а кровеносные сосуды расширяются и переполняются кровью. Такие изменения бронхов вызывают сильный кашель, сопровождающийся болью в груди и отделением мокроты. Острый бронхит может продолжаться несколько недель. Если болезнь не лечить, то она переходит в хроническую форму. При этом воспаление прогрессирует, затрагивая все более глубокие слои бронхов и даже легкие. Хронический бронхит характерен постоянными приступами кашля, не проходящими в течение нескольких месяцев и повторяющимися в течение нескольких лет. Народное лечение бронхита и сильного кашля. Народные средства при бронхите очень эффективны, но принимать их нужно часто и до тех пор, пока не пройдет кашель. Возьмите 3 зубка чеснока, натрите на мелкой терке и выжмите сок. Смешайте 1 чайную ложку чесночного сока с 1 стаканом теплого, не горячего молока. Накройте крышкой и дайте настояться 5-10 минут. Принимайте теплым 2-3 раза в день, по половине 1 стакану. Рекомендуется при кашле для отхождения мокроты, а также как общеукрепляющее средство. Возьмите 3 зубка чеснока и 3 головки репчатого лука. Все измельчите и залейте половиной литра свежего молока. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Кипятите под крышкой до тех пор, пока лук и чеснок не станут мягкими. Добавьте в отвар несколько капель мятной эссенции и 1 столовую ложку жидкого меда. Принимайте по 1 столовой ложке каждый час в течение дня. Несколько зубков чеснока натрите на мелкой терке и распределите по смазанному растительным маслом полотенцу. Приложите полотенце на спину больному чесноком вверх. Поверх положите еще 1 полотенце и теплый шарф. Держите горчичник не более 20 минут, так как чеснок может вызвать перевозбуждение нервной системы. Если это ощущение все же наступило, не стоит его пугаться, оно скоро пройдет. Приготовьте отвар чеснока. Для этого очистите и измельчите 3 зубка чеснока, залейте его 1 стаканом кипятка и проварите 15 минут. Затем процедите. В горячем отваре чеснока смочите очень мягкую хлопчатобумажную ткань, например, махровое полотенце. Хорошо отожмите лишнюю жидкость и наложите ткань на грудь или спину, предварительно смазав кожу эвкалиптовым маслом. Поверх положите кусок полиэтилена или клеенки, а на нее теплую, не горячую грелку. Держите припарку 15-20 минут. Измельчите 3-4 зубка чеснока и залейте половиной стакана теплой воды. Накройте крышкой и настаивайте в течение 30 минут. Затем процедите и вылейте настой в чайник. Добавьте половину литра кипятка и сразу же делайте ингаляции. Можно приготовить раствор для ингаляций в эмалированной кастрюле, а еще лучше в глиняном горшке. Дышите чесночными парами 5-10 минут. Возьмите 1-2 головки чеснока, очистите и измельчите их так, чтобы вся масса занимала половину стакана. Переложите чесночную массу в эмалированную кастрюлю и залейте жидким медом, пока он не покроет весь чеснок. Нагрейте эту смесь на маленьком огне, помешивая до получения однородной массы. Снимите с огня и через несколько минут вновь нагрейте, не доводя до кипения. Затем немного остудите и процедите. Храните сироп в холодильнике, согревая его перед употреблением. Давайте детям с 3-летнего возраста по 1 чайной ложке каждый час. Взрослые могут принимать этот сироп по 1 столовой ложке каждый час. Перед употреблением убедитесь, что у вас и ваших детей нет аллергии на мед. Бронхит хронический. Собирать фиалки, подснежники утром, пока солнце еще спит. Хранить в темном месте, сушить в тени. Заваривать 1 столовую ложку сухих цветков на стакан кипятка. Делаем 15 минут водяную баню.
После того, как отвар остыл, процеживаем. Пить 3 раза в день по половине стакана. Маленьким детям добавляют сироп, сахар. Это отличное противовоспалительное средство. Можно использовать для полоскания горла. В эмалированную кастрюлю налить стакан молока и положить 1 столовую ложку листового шалфея. Прокипятить смесь вновь не более 2 минут. Пить отвар как можно более горячим, только не обожгитесь, на ночь. Перед сном половину стакана. Кипяченый сок репы с медом полезен при лечении бронхита. Принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день. Половину стакана сока, 2 ложки меда. Натереть черную редьку и выжать сок через марлю. Хорошо смешать сок с медом и пить перед сном по 4 столовые ложки и утром по 3 столовые ложки. На 2 крупные редьки 3 столовые ложки меда. Вскипятить стакан свежего молока, положить в него 2 плода инжира, настоять 2 минуты. Принимать 3 раза в день после еды по 1 стакану в горячем виде. Гоголь-моголь – яичные желтки, взбитые с сахаром и ромом, также хорошо помогает от кашля при бронхите, если его есть натощак. Смешать сок редьки или моркови с молоком или медовым напитком пополам и пить по 1 столовой ложке 6 раз в день. Смешать 2 столовые ложки непастеризованного сливочного масла, 2 желтка свежих яиц, 1 чайную ложку пшеничной муки и 2 чайные ложки меда. Принимать внутрь по 1 чайной ложке много раз в день. Весной от кашля полезно пить березовый сок или сок кленового дерева с молоком. Для облегчения отделения мокроты полезно принимать сироп брусничного сока с сахаром или медом. Принимать надо довольно часто, по 1 столовой ложке. Все травы имеют противопоказания. Старайтесь ознакомиться с ними до начала лечения. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!